Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Эта кофточка, которая сейчас перед вами, кофточка-жакет, связана по мотивам популярной французской кофточки от дизайнеров Сезанн. Она была мега популярна в том году. Вот так она выглядела. Посмотрите, очень красивая кофточка с рукавами реглан, узор, цельновязанная планка. Все это осталось. Пряжа. Видите, мохер похоже, ну или альпака, я не знаю, честно сказать, ну, что-то пушистое и нежное. Вот. И смотрите, такой успешный дизайн с удовольствием подхватили другие страны, и был создан вот такой жакет, уже несколько измененный, со спущенными рукавами. И именно этот жакет я возьму за основу в этом проекте в качестве этой, вот будет у меня такая дизайнерская модель. Да? Мы будем вязать с вами на лето из полухлопковой пряжи данную красоту. Вот, у нас будет спущенный рукав, свободный крой, длинный он будет тоже 65 сантиметров, я беру, как видите, здесь видна длина, да. И мы будем составлять с вами, девочки, описание на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Все тонкости, все моменты важные будут озвучены в сегодняшней расчетной части. Инструкция по вязанию в виде текста будет выложена под видео. Читайте, смотрите. Все подробным образом разберем и обсудим. И начинаю я, девочки мои дорогие, с выбора пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Тогда, мои дорогие, значит, я для данного жакета предлагаю использовать пряжу Alize Cotton Gold Pratica, Турция. Шикарный состав: 55% хлопок, 45% акрил. Цвет у меня такой 62, такой молочный. Можно взять белый чистейший. Так, дальше. По метражу 100 грамм 220 метров. Очень шелковистая пряжа. Я не знаю, как ее так обрабатывают, что она такой становится. Но она имеет такой, знаете, характерный блеск вискозы. Я бы вот так сказала, да. То есть такой хлопок, очень приятный, мягкий материал получается. Сами вы видите, как смотрится шикарно сам узор. Просто великолепный, богатый вид имеет узор, и полотно связано этой пряжей. Поэтому я вам, девочки, очень рекомендую эту пряжу. Мне она безумно нравится. Пряжа получается, полотно получается немного такой, знаете, крупной, ну, приближенно к крупной вязке, я бы так сказала. Вот. И просто жакет будет, ну, просто изумительно, богатейшим образом выглядеть. У меня есть выбор, значит, я могла вам предложить эту же пряжу разных расцветок. Ну, конечно, менее цвета можно подобрать. Широкая палитра у нас имеется в любом интернет-магазине этой пряжи. Лично я заказывала эту пряжу на сайте Рукоделия Ростов, интернет-магазин, гипермаркет, он даже, по-моему, называется, пряжи. И там этой пряжи очень много, и цвета шикарнейшие. Выбирайте себе. Лично мне вот нравится вот эта пряжа, немножко такая розоватая, да, то есть такая розочка у нас получается, ненавязчивая. И цвет у нее, знаете, вот я вам покажу, 382. Очень приятный цвет. Можно бежевый цвет рассмотреть. Значит, это 599. Нежно-голубой такой цвет, небесный, очень тоже красивая пряжа. Цвет у нее 728. Ну и еще как альтернативу могла бы вам посоветовать, тоже в плотность попадете, пряжу Gazal Baby Cotton XL.
Здесь в 50 грамм будет 105 метров. И состав у нее тоже полухлопок, 50% хлопок, 50 акрил. Она еще более блестит, чем вот эта, значит, пряжа, которую я вам показывала. Она еще более такая приближенная, шикарнейшая. Так что имейте в виду, как альтернатива, попадете в плотность, тоже подходит очень эта пряжа. Ну, а я сейчас вам, девочки, показываю схему этого узора. Схему я нарисовала. И, в общем, все у нас есть для того, чтобы начать делать расчеты на разные размеры. Схема нашего узора выглядит вот таким образом. 12 петель ширина узора. Мы с вами сегодня свяжем этот образец. Он очень красивый получается. Значит, 12 петель ширина, 16 рядов высота у меня получилось. Ну, в общем, вот все, что вы видите. Лицевая петля – это пустая клеточка. И вот эти треугольнички, соответственно, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и влево, соответственно. Все. Очень простая схема. Справится любая начинающая. Выкройка у нас будет вот такая сегодня участвовать в расчетах. Здесь конструктивно вы видите, что все детали вяжутся раздельно. У нас с вами для жакета будет вырез по полочкам. Как его сформировать, тоже все обсудим, все расскажем. Да? В общем-то, очень простая конструкция. Нет больших сложностей в вязании. И вот такую инструкцию, девочки, я выкладываю сюда под видео для вашего удобства. Читайте, там все подробно, очень описано. Постаралась вам предусмотреть все нюансы вязания. Вот. И, в общем-то, я думаю, что вы справитесь. Сложностей особых не вижу в данной конструкции и в данном узоре. А сейчас приступаем с вами к вязанию образца. Итак, мои дорогие, вот у нас с вами сейчас будет вязаться образец. Я связала один раппорт, испробовала схему, которую нарисовала по картинке. И у нас с вами набирается, у меня 3 раппорта по 12 петель. Можно связать 2 раппорта, девочки. То есть вот у меня в данный момент 38 петель на образце. Вы можете взять 2 раппорта, и получится у вас 12, 12, 24 плюс 2, 26 петель можно набрать для 2 раппортов. Так, и начинаем с вами вязать, значит, раппорт. Первый ряд вяжется следующим образом. Кромочную снимаем и 10 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем накид и вяжем 2 вместе, одной лицевой с наклоном вправо. Связали. Первый раппорт связан. Второй раппорт вяжем. Опять 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все. Второй раппорт связали. Ну и третий точно так же вяжем. Я его показывать не буду, девочки. Смотрите, второй ряд мы вяжем все петли изнаночные, в том числе накиды. Девочки, третий ряд вяжем. Кромочную сняли, и у нас 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И далее вяжем накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, связали раппорт. Второй раппорт такой же. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Второй раппорт связали. Третий я не буду показывать. Все. Четный ряд у нас изнаночный, вяжется все петли изнаночные. Пятый ряд вяжем.
Буду показывать по одному раппорту, потому что нет смысла повторяться в действиях. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Второй раппорт такой же вяжем самостоятельно. 7 ряд. Кромочную сняли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали раппорт узора. Повторяем точно такой же раппорт. Вяжем 9 ряд. Кромочную снимаем, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Самостоятельно вяжем второй раппорт. 11 ряд вяжем раппорта. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Также повторяем второй раппорт. 13 ряд. Кромочную снимаем и 2 вместе лицевой вяжем с наклоном влево. Лицевая, накид, лицевая, накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Такой же раппорт повторяем. 15 ряд узора вяжем. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, раппорт связан. Самостоятельно вяжем второй раппорт. Девочки, я связала 16 рядов. Полностью раппорт связан. И теперь идет повтор с первого ряда. Снова раппорт. Так, и давайте сейчас с вами сделаем влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность вязания. Так, делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром обдаем наш образец. Он становится влажный, податливый, и мы его тянем. Тянем по вертикали, тянем по горизонтали, выпрямляем все, что мы тут вытянули. Еще разочек отпариваем края. Все кромочные участвуют в расчете, в том числе. Все, мои дорогие, оставляем сохнуть. Вот в таком расправленном виде сохнет пусть образец. Так, у нас с вами высох наш образец. Вот так он красиво сейчас смотрится, просто сногсшибательно. Мне нравится, очень нравится, какая вязка интересная. Давайте укладываем наш образец, да? Выпрямляем все наши кромочные петельки и берем простую линейку и измеряем ширину. Так, у меня получается, девочки, 18,5 сантиметров ширина.
И у нас 38 петель. 38 в моем образце я делю на 18,5. Получается 2. То есть в 1 сантиметре надо записать плотность, получилось 2. Записать мне нечем, поскольку моя куда-то делась ручка, но ничего, я запомню, что 2 по горизонтали. Так, теперь давайте измерим по вертикали плотность. Значит, у нас неровный волнистый край. Измеряем с вами, девочки, 16 у меня в самой длинной части и 15 получается вот в этой впадине, во впадине. И в итоге берем с вами 15,5 среднюю, да, и у меня здесь, сейчас я скажу, ровно 2 раппорта связано по 16 рядов. То есть 32 ряда мы разделим с вами на 15,5 сантиметров. Получим тоже 2 плотность. В принципе, можно 2,1 написать, поскольку, видите, шестерочка у нас, правильно по-математически мыслить, да, то получается 2,1. Ну, как напишем? Давайте напишем 2,1. Так, все. И теперь с этими цифрами приступаем к расчетам. Делаем расчеты на размеры. Итак, мы будем сегодня с вами строить расчеты свои по вот такой выкройке. У нас с вами будет участвовать размеры российские в расчете 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ширину берем спинки на, значит, первый размер 49 сантиметров, второй размер 55 сантиметров, третий размер 61 сантиметр. Далее у нас с вами петли считаем, вот это число. Ширину умножаем на плотность, которую мы только что с вами считали. В 1 сантиметре 2 петли. И получаем 98 петель. Для второго размера также 110 получилось. Для третьего 122 петли. И распределяем петли по спинке в наш узор, который содержит 12 петель в ширину. Следующим образом, первый размер это будет 8 раппортов подряд плюс 2 кромочные. Второй размер это будет 9 раппортов плюс 2 кромочные. И третий размер это будет 10 раппортов по 12 петель плюс 2 кромочные. Ну, схематично это вот первый размер я изобразила. И для других размеров по 1 раппорту еще добавляете. Понятно, да? То есть вот у нас с вами 8 раппортов по 12 петель. Дальше. По спинке идет у нас с вами скос плеча. Вырез горловины не вывязывается. На вырез горловины остается 40, 42, 44 петли. Считала я путем также вот 20, это первый размер, ширина выреза по спинке. Я умножала на плотность по горизонтали 2, получилось 40. Ну и тут я прибавляла по 2 петли на каждый размер, на ширину. И все, что остается, это петли плеч 29, 34, 39 петель. Высота проймы берется первый размер 20, второй 21,5, третий размер 23 сантиметра. Начинается, конечно же, вы понимаете, все детали вяжутся снизу вверх. Первое, что мы вяжем, планку резинкой 1 на 1 на высоту 10 сантиметров. И только после этого переходим на ажурный узор. Это тоже понятно, да? Так, как сформировать скос плеча? Здесь я рассказывать не стану, девочки. У нас высота скоса составила 4 сантиметра, и это 8 рядов в высоту. Как распределить здесь петли, закрыть равномерно и красиво, я описываю в инструкции под видео. Эта инструкция будет выложена, девочки, под видео. Последовательность закрытия петель. Так, любой вертикальный размер, пожалуйста, переводите в ряды. Когда будете вязать, считайте ряды, девочки, не надо ничего измерять сантиметрами, это неправильно. После стирки ваше изделие вытянется, станет более длинным, чем вы хотели. И, пожалуйста, не игнорируйте вертикальную плотность. Давайте теперь перейдем к полочкам.
Для полочек у меня вот такое распределение петель. Значит, первый размер 62 петли получилось в сумме. И правую полочку показываю вам. Правая полочка. Начинается кромочная, 12 петель планки у меня идет. Планку вяжем резиночкой 1 на 1. Планка цельновязанная. То есть после того, как вы свяжете нижнюю планку резинкой 1 на 1, у вас идет распределение петель на ажурный узор, и цельновязанная планка сюда заложена, в ней будет 12 петель. Далее у вас берется половина, чтобы у нас узор совпал по плечу, идет половина нашего с вами узора спинки. Понятно? Ой, неправильно рисовала. Половина. То есть, если у нас здесь 8 раппортов, берется 1, 2, 3, 4 раппорта. 4 раппорта по 12 петель и кромочные. Все посчитала, получилось 62 петли. Вместе с кромочной еще здесь. Так, дальше. Второй размер у нас распределение будет на 66 петельках. И также начинается правая полочка, кромочная, 12 петель планки резинкой 1 на 1. Затем идут 4 лицевые и 4 раппорта по 12 петель. Замыкает все кромочная одна. Третий размер 74 петли. Распределение узоров такое. Кромочная 12 петель планки резиночкой 1 на 1 и 5 раппортов по 12 петель. Кромочная все замыкается. Левая полочка вяжется зеркально правая, это понятно, да? Но вот мои рекомендации по распределению раппортов узоров вот такие. Я думаю, что они довольно интересно будут смотреться. У нас совпадет узор с вами по плечу. И это самое главное, не нарушать симметрии. Так, теперь идем с вами... да, на каком высоте формируем мы с вами здесь вырез по полочкам, я говорю в инструкции по вязанию, которая будет под видео. Здесь у меня, девочки, 8 сантиметров высота будет выреза горловины. Но если перевести в ряды, то это где-то 16 рядов. 16 рядов. Так же, как закруглить эту красоту всю, я рассказываю в инструкции. Поэтому здесь не озвучиваю. Все читайте там подробно, очень подробно, друг за другом. Все через запятую написано, сколько петель и как вы закрываете. Давайте теперь вернемся к рукавчику. Рукава начинаем, набираем петельки 44, 46, 48 петель. Вяжем на высоту 10 сантиметров резинкой 1 на 1 нижнюю планку. Затем в последнем изнаночном ряду планки равномерно добавляем петельки до 62 петель. Прибавляем их равномерно. Какое количество у меня есть в инструкции, здесь я просто заостряю внимание. Расположение узоров у вас становится, значит, у вас 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 12 петель, и сюда включены еще 2 кромочные. В сумме это 62 петли. Понятно, да? Так, и вы вяжете, значит, начинаете делать прибавки по скосу. Длину моего рукава, общая длина составила 46 сантиметров. Пожалуйста, под себя отредактируйте эту длину. Так же, как длина нашего изделия, которое сегодня будет разбираю я общая длина изделия 65 сантиметров, а длина рукава я взяла 46 сантиметров вместе с планкой нижней. Это все размеры очень индивидуальные. Пожалуйста, под себя откорректируйте в зависимости от вашего роста и вашего желания. Кто-то хочет укороченный жакет, кто-то хочет очень длинный жакет. То есть по своему желанию и своим параметрам. Это такие моменты важные. Так, и смотрите, у нас скос плеча будет, скос рукава будет формироваться на высоте 36 сантиметров. Сразу перевела в ряды. 36, давайте 36.
умножить на 2,1, это будет 76 рядов, девочки. То есть я на вертикальную плотность умножила. И самая широкая часть рукава у нас с вами тоже я посчитала, составит 80 петель, 86, 92 петли. Как считала? Смотрите, пройма 20 сантиметров, первый размер. Эти 20 сантиметров мы умножаем на 2. У нас увеличивается размер, да, у рукава в 2 раза. 40 сантиметров и умножаем на плотность по горизонтали 2. Отсюда взялись эти 80 петель. Второй размер берем 21,5 также умножаем на 2. И умножаем на плотность 2 и получается 86 петель. Ну и третий размер я считала, получилось 92 петли. Так, и теперь смотрим, как же нам надо будет делать прибавки. Прибавки делаются одновременно с двух сторон рукава и на равных расстояниях, на равных интервалах. И эти равные интервалы мы будем сейчас считать. Для этого мы из 80 петель первый размер отнимаем то, что по низу идет 62 петли. И у нас получается 18 петель надо прибавить. Делим на 2 скоса. И на каждый скос прибавка идет 9 петель. И теперь, смотрите, высоту скоса 76 рядов надо поделить на 9. У меня получилось число 8 целое. Значит, в каждом 8 ряду мы делаем прибавки. Итак, 9 раз. Второй размер у меня в каждом 6 ряду прибавить надо 12 петель. И для третьего размера, в моем случае 15 петель прибавляются в каждом 5 ряду. Это все вы увидите в инструкции по вязанию. Вот и все, мои дорогие. После того, как вы все это свяжете, необходимо будет сделать швы плеч, набрать на круговые спицы петли по вырезу горловины и связать планку по вырезу на высоту 3 сантиметра. Также вяжется резиночкой 1 на 1. Далее, самое важное, надо в цельновязанной планке обязательно предусмотреть отверстия, заранее их рассчитать, на каком расстоянии вы будете их располагать для пуговиц. То есть вот эти отверстия для пуговиц нужно будет предусмотреть. Ну и все, мои дорогие, собственно, на этом я заканчиваю свой расчет. Желаю вам удачи. Я думаю, что изделие красивое, несложный узор. В принципе, конструкция у нас совсем простая, да, все тут у нас по прямой вяжется. Сложности могут возникнуть только с вывязыванием выреза горловины у новичков, формированием скоса. Но я настолько подробно составляю и разжевываю свою инструкцию, которая под видео выложена, что там просто нужно вдумчиво прочитать и выполнить это все на практике. Вот и все. До новых встреч. Желаю вам удачи.